В общем, решил я модернизировать немножко свой мотоблок, а именно окучник для этого мотоблока. Вот такая вот штука. Вещь классная, прямо скажу, но есть один нюанс. Если нету снизу какого-то упора, допустим, вот так, то постоянно приходится держать мотоблок в руках, а это крайне неудобно. Поэтому решил немножко переделать. В общем, что для этого надо? Ну, я взял вот такую вот шуруповерт электрический только. Он помощнее, чем вот такой вот аккумуляторный. На всякий случай. Дальше. Болгарка. Вот такая. Ну, обыкновенная маленькая болгарочка. Рулетка. 2 маркера. Ну, 1 маркер можно. Я не знаю, какой из них хороший. И набор сверл. Это китайские сверла. Хочу просто проверить, какие они из себя. Если нет, значит заменю другие буду. Другими буду пользоваться. В общем, у тестя я отжал вот это вот. Он даже не знает. Но она у него валялась. Ну, правда, начал замечать, что я там кое-что отжимаю. И начал прятать. Дальше лист железа. Лист железа у нас шириною. По меньшей ширине буду мерить. 27 миллиметров. И длиною 37. Ну, потом я эти все параметры дам. Почему выбор остановился на этом? Ну, вроде бы как ежик. То есть, когда буду проходить, вслед за этим буду и рыхлить. Желательно, конечно, было взять вот такую вот побольше. Но то, что нашел у тестя, то и взял. Ну и теперь будем это все как-то тулить. Сам еще не представляю, как это будет. Но что-то задумка есть какая-то. Первый шаг, наверное, сделаю здесь прямую линию. То есть отрежу. Чтобы было у нас примерно вот так вот. Как-то. Дальше буду смотреть. Сейчас быстренько это сделаю и продолжу. Так, отрезал. Вот, видим. Надо хорошо зачистить, чтобы заусенцев нету. Но я от ржавчины покуда не убираю, смысла покуда нету. Вообще не знаю, получится или нет. Теперь мне надо будет его длину отмерить. То есть где-то вот так вот, да, будем делать. Ну, наверное, вот так, нет, лучше вот так я его поставлю. Это я еще сам не знаю, что оно получится. Вот так поставлю, значит, где-то будем отрезать, ну, наверное, вот так. Вот так отрежу сейчас, да и все. Чтобы было просто ровно, а дальше уже будем смотреть. И еще, после того, как отрежу, засверлю немножечко здесь вот по вот этим вот отверстия. Столько, сколько здесь отверстий, столько и здесь засверлю. И дальше буду продолжать. Решил показать последнее просверливание. В общем, просверлил 1, 2, 3, 4, 5. 5 отверстий. Ну, что касается вот этих, вот таких вот сверл. Фигня полная, оно не сверлит. Я его и заточил, и все сделал. Фигня. Первое просверливание, оно не идет. Дальше. Первым просверливанием вот такого вот сверла тоже не идет. То есть надо сначала просверлить хорошим сверлом. Для этого я брал фирменное интертуловское сверло. И ним проходился. Плюс тут еще металл непонятный. Что-то такое, то ли каленка, то ли еще что-то. В общем, еле-еле я это все сделал. А когда уже сверлите его до конца, ну, то есть под отверстие, тут все замечательно. Вот, видим, зараза, даже шуруповерт электрический не выдерживает. Он уже перчатку стер. Ну, откручивается патрон. На всю поставлю.
Дело в том, что ему приходится, если, ну, точно в центр вы не попадете, а вот этому вот приходится проходить еще и плюс вот эту саму толщину. То есть плюс еще проходить помимо вот этой и эту немножко зацепливать. Поэтому оно так и сложно. А так вообще сверлится хорошо. В общем, это мы уже сделали. Ну и сейчас продолжим. Убираем все в сторону. Что теперь мы должны делать? Я сам фиг его знает. Вот. Теперь, ага, не той стороной немножко поставил. Не в ту степень. Так, нам надо вот так все поставить. Ну, идеально. То есть можно будет вот так двигать, вот так двигать, вот так. Итак, смотрим, что у нас получилось. Просверлил я 6 отверстий, вот эти вот все. Дальше, вот это вот, видим, я ее туда вставил. Как получилось? Я взял просто болгаркой, сделал 2 прорези, ну, можно сказать, одну, вот так вот посередине. И вот здесь я хочу просверлить тоже 2 отверстия, чтобы закрепить вот тут. Но тут есть такой нюанс. Сейчас я его покажу. Вот, вставляется вообще идеально. Нарисовался, в общем, этот нюанс у нас. Смотрим. Мне надо, чтобы вот эта вот вся ерунда вот в данный момент была как бы чуть-чуть выше, вот это, чуть-чуть выше, чем сам плоскорез. Я там его назвал окучивателем где-то, но это плоскорез. В общем, что я хочу? Я хочу вот так отрезать немножечко и потом просверлить здесь 2 отверстия, и тогда уже его закрепить. И тут почему я сверлил столько отверстий? Вот давайте посмотрим, что у нас в результате получается. Я сам не думал, что так получится. Ну, в принципе, планировал, но не думал, что так именно. Сейчас мы открутим это все. Извиняюсь за задержку. В общем, что получается? В результате мы можем опустить ее столько, сколько нам надо. И можем поднять на то расстояние, сколько надо. Все отверстия на одинаковом расстоянии. Но это я сделал благодаря вот таким вот расширителям отверстий. Лучше иметь у себя в хозяйстве такую штуку. Ну, сейчас я хочу вот так отрезать. И потом уже и вот так чуть-чуть. В общем, по плоскости где-то сантиметра 1,5-2 снять. Чтобы вот эта вот штука у меня была немножко выше сюда. А дальше уже будем смотреть. Ну что, ребята, конечный результат практически. Видим. Это уже стоит. Я тут просверлил 2 отверстия. Болты на 8 поставил. Можно на 6, но я на 6 просто по длине не нашел таких. Ежик этот уже конкретно стоит. Он здесь никуда не денется. Это шатается сейчас вот на этих вот болтах. На, как его, на вот этом вот. А тут оно практически мертво. Потом, когда буду закручивать вот тут, просто на фиксатор резьбы посажу, да и все. Можно на краску посадить, но это для того, чтобы оно у меня никуда не делось. Можно вообще здесь приварить нафиг, да и все. И не будем ничего делать. Ну, тут я еще решил, что облагородить немножко это все дело. То есть возьму, сейчас обрежу вот так ее как-то, чтобы было более-менее красиво. Вот тут я линию начертил.
И можно это все собирать. Ну, в общем, без сварки, практически на коленях. Все это делалось, ну, часа за 2-2,5. Где-то так. Это полностью моя задумка. Ну как, не задумка, это все по ходу процесса делалось. Я даже тут ничего и не планировал. Как получилось, так получилось. Ну, сейчас отрезаю, собираю, а потом будем снимать размеры и ставить на место. Так, в общем, сам удивлен, что в итоге у меня получилось. Вот такая вот штука. Ну, я не знаю, то ли треугольная, то ли пирамидальная, что-то такое. Ну, размеры. По самому длинному размеру идем. 32 сантиметра. Ровно. Ну, тут с половинкой можно считать. Дальше. Здесь размер. Внизу у основания самый большой. По самому большому. Так, 17 с половиной, ну, можно сказать 18. Теперь по самому маленькому размеру. Ну, здесь у нас 4,5, можно так сказать. В общем, получилась вот такая вот штука. Ну, сейчас я это все соберу. Если кому не интересно, можете это видео перемотать дальше. Но это займет буквально секунды. То есть я сейчас делаю вот так. Здесь можно приварить, но я на эти поставлю, да и все. На 2 болта. Никуда оно не денется. Раз, два. Здесь, смотрите, сразу капну фиксатором резьбы. Если нет фиксатора, можно просто-напросто обыкновенной краской капать. Но я здесь капаю синим. Синий можно открутить, красный хрена, плохо откручивается. И закручиваю просто эти гайки. Ну, фиксатор это тот же самый практически клей, можно так сказать, только водостойкий. Я болты открутил, вернее отрезал так, чтобы они потом нормально закручивались, вернее не выступали, просто, как сказать, для красоты. Так, это у нас тут ключ на 13. Да. Вот такого вот плана. Все. Это я хочу показать, что здесь ничего ходить не будет, а плюс фиксатор. Эти гайки фиг открутятся. Ну, зажал, хорошо зажал так. Так, тут у нас на 12 ключик, по всей видимости. Ну, в общем, удачно все получилось. Так, теперь тут тоже я зажал. Ставим это все вот сюда. На вот это. Опа. И здесь я буду зажимать всего одним болтом. Почему одним? Потому что мне ее еще на место надо ставить. Все. Так, гайка есть. Вот тут можно гроверку поставить. Ну и один болт я вот сюда просто воткну. Не для того, чтобы он что-то держал, а просто ради того, чтобы она ровно стояла. Ну, видим, здесь оно вообще не ходит. Четко прижато, все нормально. Ну а тут сейчас будем ставить всю эту конструкцию на зацеп на мотоблоке. В общем, сейчас выключусь и пойдем туда, к мотоблоку. Так, в общем, мотоблок у нас DTZ 470BN. И тут возникла проблемка. Проблемка в следующем. Вот сюда вот здесь слишком узко. И поэтому надо как-то ее расширить, наверное. Вот так я чуть-чуть расширил. И все, проблема решается. Ну, к тому же можно просто ее снять, вот эту вот всю конструкцию. И сверху вот здесь вот один. Так, тут у нас короткий сверху болт. Сейчас мы его сюда поставим.
О, есть. И сюда. Все, отлично. Вот для этой цели я здесь болт оставил, чтобы было удобно, чтобы она никуда не ходила, наша приспособа. Сейчас я ее немножко наживлю. Вот. И теперь можно свободно ставить у нас второй длинный болт. О, идеально просверлено все. Классно. Все влезло. Вот такая вот фигня у нас получилась. Ну и теперь можно отправляться. Давайте посмотрим, что вообще действительно у нас по факту получилось. Вот так. Сзади ежик. Если мы, допустим, вот так, на ежик уже упирается почти. Вот смотрите, я опускаю. Да. Но это все, конечно, надо будет смотреть на самом, когда будем это все делать. Ну что, сейчас все закручу намертво. И идем на огород и будем пропалывать. Ну что, выгнали наш мотоблок на огород. И теперь смотрите, я вам сейчас покажу размеры колес, вернее расстояние между колесами и ширину самого пропольника, вернее плоскореза. Ну вот по ширине, по максимальной плоскорез у нас где-то приблизительно так 32-33 сантиметра. А расстояние между колесами у нас, сейчас скажу, ну 32 тоже. Ну в общем, расстояние не между колесами, извиняюсь, а ширина общая колес и ширина плоскореза практически совпадает. Но я тут хочу начать с самого такого сложного участка, где вообще земля утрамбованная наглухо. И вот ширина этих колес, оно, конечно, сейчас будет влиять на устойчивость мотоблока. Ну вот сейчас посмотрим. Когда с плугом работал, конечно, его шатало из стороны в сторону. Что будет сейчас, я не знаю. Сейчас завожу на первую передачу. На самых малых оборотах. Очень-очень тут жесткая. Практически не заваливается, идет ровно. Я его не толкаю. Попробуем по мягкой земле, как он пройдет. Я специально посередине встал, потом обратно с этого края и с того края. Пошли. Вот, снимай. Ох ты ж, заглох. Нечаянно нажал. На самой малой скорости.
я его сильно углубил. Вот сейчас нормально пошел. Не, нормально идет. Пособирал, правда, вот эту вот фигню. Ну что тут? Ну, можно сказать, перепахал тупо. Но это оно завтра сейчас высохнет все. А ну, давай еще раз назад просто пройду. Глянь, сколько зато собрал этой бурьянов. Ну, корни подорвал хорошо. Тут у нас есть что-то? В смысле? Ну, ты ж сажал. Ничего вроде. Ну что, классно, не полоть. Да. Держать тяжело. Да не, ну чуть-чуть заваливается, если есть ямка. Получается, вот эти звездочки, по большому счету, они собирают мусор. Да. Так, ну что, тут у нас да, если вот здесь покажи, тут вообще все без мусора. Оно где-то сантиметров на 5, на 10 прошло вглубь и разрыхлило. Хорошо. Ну, в общем, ну, в принципе, смысл есть такое делать. Во всяком случае, сейчас можно граблями эту всю гадость собрать, да и все. И тяпкой эту всю фигню не проходить. Хоть в этом есть прелесть. Так, хочу подвести небольшой итог. Ну, в общем, вот что у нас получилось. Ну, по факту я практически прорыхлил эту землю, если так разобраться. Ну да, этот сам пропольник, он не опускается вниз. Это уже конечный результат. Ну, насчет травы. Большинство поубирал, тут без гадалки не ходи. Еще одно. Насчет ежика, который сзади у меня стоит. Ну, я не знаю. В общем, мне не понравилось. Лучше поставить, наверное, колесо. Что касается твердой земли, да, там он прошел замечательно, все классно. А что касается вот такой вот мягкой земли, как вот здесь, то он просто вгрузает в нее, да и все. А вот если бы стояло колесико, оно бы наверняка не давало дальше опускать. Но это я дальше уже подумаю, что там сделать. Может, что-то модернизирую. Ну, вот такой вот итог у нас получился. В принципе, неплохо, но желательно лучше. И надо было еще ежик, наверное, опустить. Он, в общем, не ездит. Лучше все-таки поставить колесико. Но сейчас я туда вернусь, к этому изобретению. В общем,
крепеж получился идеальный. Я все показываю честно, без всяких преувеличений, приукрашиваний. Говорю, что мне не нравится, так что тут все как есть. Крепеж классный. Все держится идеально. И главное, можно выставить вверх-вниз. То есть опустить на низ, опустить наверх, как вам хочется. Шаг где-то 5 сантиметров. Ну, около 5, ну 4-5 сантиметров. И вот немножко хочу сказать за ежик. Мне это вообще не понравилось. В общем, я буду ставить обыкновенное колесико. В принципе, тут это снять не составит труда, все, и поставить туда за место этого колесо. Главное, вся вот эта вот конструкция у меня уже готова. Колесико я где-нибудь найду, я не знаю, там, не с велосипеда, с какой-то тачки сниму, да и все. Эти просто сужу до того расстояния. А так, все, в принципе, неплохо работает. Единственное, что я сейчас уже расширил колеса и прошел с расширенными колесами там кое-где, ну, где позволяло. Здесь, да, ну, можно просто сузить колесо на время, пройтись, а потом уже по центру там идти, допустим, с расширенными колесами. Это, допустим, касается там кавунов, ну, арбузов, дынь, вот такого вот плана. Что касается там между помидор, да, надо просто сузить колеса, да и все. Ну и опять, чтобы земля была, ну, как можно ровнее. Чуть-чуть надо подравнивать там тяпками, чтобы не было ям. Тогда идет вообще идеально, не заваливается ничего. Ну, на этом такое, наверное, познавательное видео я закончил. Если кому-то понравился, ставим лайки. Если есть вопросы, пишите в комментариях, я на них обращаю внимание. Ну, на этом все.